Очень многие, к сожалению, паразитируют на этой теме, в духе, там, купите за 10 тысяч рублей, вы сможете вступить в мой закрытый телеграм-канал, и вы сразу же через неделю станете уверенным в себе человеком. К сожалению, так не работает. Здесь никаких пустых обещаний и прочего давать не буду, я просто объясню с точки зрения психологии, да и со своей точки зрения, как практического психолога, в чем тут, где здесь зарыта собака. По-прежнему продолжаем формат банного психолога, потому что ни черта не успеваю. Итак, как стать уверенным в себе? Надо понять простую вещь, что уверенность — это не какая-то врожденная черта, которая вот у вас... Вы родились, и такой, типа, я акушер-гинеколог вытаскиваю, такой, о, этот уверенный в себе человечек. И ты такой на ручках. Вместе с этим уверенность — это не та фигня, когда ты, типа, вот с утра проснулся, у тебя озарение, ты такой, о, вот теперь я уверенный в себе человек. Я рассматриваю уверенность с точки зрения опыта. Ну и это, соответственно, очень хорошо, очень даже себе бьется с современной психологией. Мозг оценивает, насколько человек способен справляться с жизненными задачами, и уже на основе этого формирует ощущение уверенности. Соответственно, работать нужно, так сказать, не с чувствами, а с механизмами. С механизмами, которые эти чувства создают. Меня зовут Гоша, я практически психолог. Поехали. В общем, большинство людей думают наоборот. И заблуждаются. Сначала чувствуешь уверенность, потом, исходя из того, что ты теперь уже уверенный, идешь, начинаешь что-то делать. Но вся фишка в том, что мозг работает в принципе по-другому. Сначала ты совершаешь действие, получаешь опыт, и только после этого мозг твой в голове у тебя делает вывод, что «О, я справился, хорошо». Вот такие вот выводы постепенно становятся, так сказать, вот этим самым ощущением уверенности. То есть именно поэтому, кстати говоря, человек становится постепенно спокойнее с возрастом, потому что у него больше опыта, он больше понимает, больше наслышанность, насмотренность, напробованность. Я имею в виду еда, кушать, рот. Палочки, чтобы кушать. Так что как раз-таки то, что многие люди делают, типа они пытаются дождаться, когда они станут уверенными, и после этого начать действовать, это еще и ухудшает ситуацию, потому что чем больше ты ждешь, тем неувереннее ты становишься. Ты проверяешь, типа, стал ли я увереннее? Начинаешь проверять, понимаешь, что нет, потому что особо ничего не меняется, и твой мозг тебе говорит, ага, ты еще один день просрал, поздравляю, и уверенность еще больше проседает, и вот так в эту яму можно скатываться бесконечно. А как раз таки, когда ты делаешь какое-то действие, совершаешь его, твой мозг рефлексирует, о, это мы сделали, хорошо, типа, это закрепляется как один элемент на пути к уверенности, к нужному тебе уровню уверенности, скажем так, но уверенность уже какая-то появляется, причем это можно делать просто, типа, на ровном месте, ты, типа, встаешь с утра, например, по будильнику, или например, неважно, ты встаешь вовремя. За это можно сказать, что вот, я встал вовремя, отлично, и тут самое главное не подключать потом рационалисток. У меня, кстати, про это есть видос, можно и про рационализм, про индульгирование, вот эти постоянные перекручивания в голове, это прям предыдущий ролик, вот, и за ним там еще есть про трудоголизм и прочее, и про этих внутренних критиков, так что можете зайти посмотреть. Но, сейчас, значит, об этом. Маленькие действия, начинайте с маленьких шажков. Это железобетонное правило, которое работает во многих абсолютно случаях, когда нужно что-то поправить в жизни. Это маленькие шаги, по чуть-чуть. Даже если там ты потерпишь крах, скажем, не бывает ситуаций, в которых абсолютно полностью все не так. То есть это скорее вопрос негативного мышления, негативного настроя. Всегда что-то чуть-чуть получится. Даже если 90% не получилось в каком-то конкретном действии, то 10 получилось. И это даже на самом деле лучше, потому что твой мозг закрепляет успех через сопротивление. То есть даже несмотря на то, что 90% не получилось, в итоге-то получилось 10. Так что тут надо вот с этой точки зрения стараться подходить к наработке уверенности. Сейчас я этот самый кондиционер выключу, мне кажется, он сильно шумит. Вам слышно или нет? Все, надеюсь, я тут не запекусь. Поэтому самое вот, что можно сказать, такую формулировку, которая бьет в яблочко. Уверенность — это не причина действий, а их следствие. То есть сначала делаешь, появляется уверенность, делаешь больше. Чем чаще вы идете и делаете умеренно сложные задачи, ну и, соответственно, успешно их, так сказать, заканчиваете, закрепляете, тем сильнее мозг как бы перестраивается и обновляет представление о собственных возможностях. Не надо искать уверенность, это вас никуда не приведет, это приведет только в яму. Вы только сильнее устанете, если будете искать эту уверенность. Парадокс уверенности в том, что ты ее никогда не найдешь, ты ее можешь приобрести постепенно, спокойно, по чуть-чуть. То есть первый шаг по-любому делаешь ты, только потом уверенность к тебе приходит. Нужно просто регулярно создавать себе опыт успешного преодоления каких-то сложностей. Причем не обязательно, я повторюсь, не обязательно какие-то ультрасложности себе делать. Давайте постараюсь вам лайфхак подогнать, потому что в прошлом ролике люди говорили, что не хватило немножко вот именно практических советов. Вот у вас есть какая-то задача. Если она вам кажется ультра страшной, постарайтесь ее уменьшить настолько, чтобы, практически 100% ее выполнить. Не выступить перед
миллионам людей, перед 1000 людьми. А, например, если вы находитесь на встрече, какая-то коллективная, значит, тусовка, задайте один вопрос. Даже если это будет какой-то тупой вопрос, кринжовый, и с вас все поугарают. Наоборот, это на самом деле еще лучше, если посмотреть с точки зрения, с позитивной точки зрения. Что, да, все над тобой поугарали, ты задал какой-то кринжовый тупой вопрос, но ты его задал, то есть ты уже сделал. Или не начать, например, знакомиться с какими-то людьми, прям ходить с каждым встречным. Здрасте, я сумасшедший, у меня справочка есть. А просто что-то спросить на улице, даже если вы знаете, куда идти. Все равно спросите, как дойти до секс-шопа. Хочется купить себе какую-нибудь прям игрушку плюшевую. Не надо полностью менять всю свою жизнь в единый момент. То есть наша психика, она не приспособлена к тому, что прям резко, прям пау, все по-другому происходит теперь. Надо делать конкретные шаги. Для мозга важнее частота успешных завершений, чем масштаб победы. Вот таким образом постепенно меняется, так сказать, самоощущение, в принципе. То есть вы начнете таким образом воспринимать себя не как того, от кого вы бежите, а как того, кто действует и не избегает. Неуверенные в себе люди очень часто совершают одну и ту же ошибку. Они как бы воспринимают, за это их абсолютно нельзя винить, потому что, для того и существует психология и так далее, для того существует жизнь, чтобы мы постепенно разбирались в себе, улучшались, прогрессировали. То есть вот этот дискомфорт и неприятные состояния, в которых мы находимся, они должны быть. И надо сказать спасибо, что они есть, потому что иначе мы просто сидели по пещерам. Такие люди, которые не уверены в себе, они воспринимают любую неудачу как бы характеристику своей личности. Если не получилось, человек сразу думает, что значит я недостаточно умный, я слабый, тупой. Но очень важно разделять человека и его поведение. Ошибка вам сигнализирует исключительно о том, что какое-то конкретное действие или ряд действий оказался неэффективным. То есть даже не негативным, не плохим, просто неэффективным. Ошибка по факту ничего не говорит о ценности личности. Это все не означает, что уверенные люди ошибаются реже. Они как бы быстрее анализируют, что именно не сработало, и меняют стратегию. У таких людей, у уверенных, внимание направлено на другой вопрос. Не на «что со мной не так?», а на вопрос «что можно сделать иначе?». Видите, в чем прикол? То есть тут отделение себя от ситуации. Что, кстати, абсолютно здоровая позиция. Вся задача человека, одна из главных задач человека, это разотождествиться, условно говоря, не отождествлять себя с ситуацией и как бы быть в мире, но не быть с ним. Таким образом, гораздо эффективнее будет и гораздо меньше будешь себя самопожирать. Таким образом, если вы так действуете, так размышляете, страх ошибок снижается, и вы начинаете быстрее действовать и продуктивнее. Давайте лайфхак от психолога еще один. Произошла какая-то ситуация, вы недовольны собой, и в этот момент самое главное не уходить в размышления. То есть не включать вот этого рационалиста, который начинает жрать, ковырять вам мозги. Не надо. Спокойно. Вместо этого сразу же, пока ваш мозг не начал копать вас, и пока он не начал вас закручивать в эту воронку, задайте себе 3 вопроса. Первый. Что я сделал правильно? Второе. Что конкретно не сработало? И третий. Что я попробую изменить в следующий раз? Если вы будете вот так разбирать каждую ситуацию, ваш мозг постепенно переучится на то, чтобы искать решение, а не заниматься бессмысленной самокритикой, которая ничего общего с действительностью по факту не имеет. Это, так сказать, одна из основ устойчивой уверенности в себе. Дальше смотрите. Когда вы смотрите какие-то мотивационные видео, читаете всякие книги и прочее, на мозг практически никак на них не реагирует. Ему вообще по барабану. Мозг меняет какое-либо представление только тогда, когда получает реальные доказательства. Поэтому уверенность растет не когда вы смотрите какие-то мотивационные видосы, заходите там, этих маркарянов, кого вы там смотрите, вот это безобразие. Уверенность растет от регулярного опыта, который подтверждает эту уверенность и, постепенно ее усиливает. И, как вы успели уже догадаться, самые сильные доказательства — это действия. Причем это действия, которых раньше очень сильно хотелось избежать. Да, не хочется, но если вы будете делать по чуть-чуть, уже не будет так сильно не хотеться, не будет уже такого травматического и стрессового, так сказать, эффекта оказываться на вас и на ваши прекрасные мозги. Это может быть сложный разговор, какое-то новое знакомство, отказ от привычного избегания. Вот это самая любимая тема мозга, потому что мозг любит, когда все по-старому, когда все привычно, все новое для мозга эволюционно так сложилось, что все новое для мозга — это опасно. Еще это может быть там публичное выступление, защита своей позиции, потому что очень многие люди прогибаются под обществом, которое на них давит в наглую просто, и хорошие нормальные люди оказываются просто крайними, потому что на них давят, они просто не отстаивают свою позицию. Кстати, хотите про это видос? Про то, как не быть хорошим? Пишите в комментарии. Про то, как не быть удобным, прошу прощения. Каждый раз, когда вы делаете что-то, что раньше вызывало страх, мозг что делает? Получает новую информацию. Совершенно верно. Какие у меня чудесные зрители. В общем, я даже видео еще не успел выложить, вы уже мне отвечаете. Фантастика. Так вот, когда вы это
это делаете, оказывается, что опасность, которую вы себе представляли, оказывается гораздо меньше. А собственных ресурсов, причем, оказалось достаточно. Вау. Если хотите побыстрее, так сказать, развить уверенность, вот смотрите, что нужно сделать. Каждый день делайте одно какое-нибудь маленькое дельце, которое при этом вызывает дискомфорт. Не нужно сейчас стремиться и бежать за сильным стрессом. Наоборот, легкий дискомфорт какой-то себе делаем. Со временем мозг перестанет воспринимать эти ситуации как угрозу. И, соответственно, начнет воспринимать эти действия как обычную часть жизни. Как раз в такой момент, когда, вы постепенно проделали вот эти практики, потихонечку стали уверены, именно в такие моменты уверенность ощущается естественно. Да, причем даже без необходимости себя подбадривать. Еще важный момент, о котором нужно поговорить. Многие почему-то наивно полагают, что уверенный человек не испытывает страха. Типа, задумывается неуверенный человек себе, что вот когда я стану уверенным, я не буду ничего бояться, мне будет не страшно, буду все делать. Но страх — это абсолютно нормальная реакция мозга на что-то новое или на неопределенность. Это страх присущ вообще всем. Это нормально. Если у вас нет страха, это ненормально. Вся катавасия начинается тогда, когда вы перестаете избегать всего, что этот страх вызывает. И причем каждое избегание становится для мозга подтверждением. Раз я ушел, значит ситуация была действительно опасной. Таким образом, эта дрянь, то есть неуверенность, она закрепляется еще больше. Смотрите, какая ситуация получается. Если ты культивируешь уверенность становится больше, 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 и ты быстро прогрессируешь. Если ты стоишь на месте и постоянно копаешься, то это еще в большую яму тебя вгоняет. Абсолютно не хочется вас пугать, но так вот дела обстоят. В чем главная цель? Это не перестать бояться, не пытаться избавиться от страха. Самое главное не вестись на эту канитель и перестать воспринимать страх как инструкцию к действию. Если у вас получается сделать шаг, если вы можете сделать шаг, несмотря на волнение, мозг, опять же, повторимся, получает новый опыт. Страх был, но он не помешал справиться. Вот как раз такие ситуации постепенно снижают тревогу и формируют ощущение устойчивости и ощущение собственной способности справляться с трудностями, какими-то неприятными ситуациями, дискомфортом и так далее и тому подобное. Знаете как? Если чувствуете страх перед каким-то действием, не надо спрашивать себя, а как перестать бояться? Лучше, напротив, спросить себя следующее. Какой прям ультра маленький шаг я могу сделать следующим? То есть видите, в чем прикол? Мы не меняем ситуацию в корне, мы смотрим вообще с другой стороны, и это абсолютно другой подход. Вы переключаете внимание с эмоций на действие. И вот этот прием как раз-таки уменьшает, мало того, что уменьшает внутреннее сопротивление, это еще, помимо всего прочего, не дает страху управлять вашим поведением и вашими действиями. Вот так как раз-таки формируется настоящая уверенность. Через действие, а не через отсутствие страха. Или телеграм-канал за 10 тысяч, который за 10 тысяч вас сделает уверенным в себе. И не какой-то дяденька или тетенька в интернете, а вы сами это можете, вы это можете сделать, в этом прикол. Вы как раз можете. Чем больше вы смотрите таких вот людей, которые рассказывают и зачастую рассказывают, кстати говоря, неправильно, тем меньше вероятность того, что что-то когда-то вообще сдвинется. Начинать нужно всегда с себя. И это как раз-таки самое стрёмное. Я прекрасно понимаю, о чем я говорю. Короче, в заключении, если все сводить к одной мысли. Уверенность — это не эмоция, которую нужно найти и, как следствие, там, ликвидировать. Это вывод, который мозг делает на основе вашего же поведения. Чем чаще вы действуете, анализируете свои ошибки без самокритики и без самокопания, при этом выходите из привычного избегания и продолжаете двигаться даже со страхом, тем сильнее меняется ваше же представление о себе. Опять же, очень многие, вот сейчас какой-то культ просто, выход из зоны комфорта. Нет, безусловно, нужно выходить из зоны комфорта, но не нужно, черт знает, что с собой делать. Да постепенно нужно по чуть-чуть. Поэтому не пытайтесь стать уверенным человеком. Старайтесь стать человеком, который регулярно делает то, что вообще делают уверенные люди. Вы даже не заметите, как со временем мозг изменит ответ на вопрос «Кто я?». Именно вот этот ответ и будет уверенностью. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, заходите к нам на стримы. Ссылочка в шапке. Сейчас скоро ко мне приедет микрофончик, который втыкается в телефон. Вот тут вот. Так что очень может быть, что будет больше разных интересных, красивых локаций. Рекомендую к просмотру предыдущее видео. Заходите обязательно, посмотрите. Оно полезно и очень круто дополнит этот видос. Наверное, все. Пока.